Доброго здоровья вам, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина. И сегодня мы с вами продолжим изучение нашей книги «Секреты долголетия». И тема сегодняшняя наша – это гастрит с повышенной кислотностью. О гастритах и так симптомы лечения гастрита с пониженной кислотностью. У меня есть видео на канале, ссылочку я оставлю внизу в описании и вверху в рекомендациях, то бишь в подсказках. Ну а пока я буду читать, обращусь к вам с просьбой, если еще не подписаны на мой канал, подпишитесь. Также не забудьте нажать на колокольчики, чтобы не пропустить нового видео. Ставим лайки, дизлайки, кому как. И пишем комментарии. Может, у кого-то есть вопросы по народной медицине. Я с удовольствием на них отвечу в комментариях. Или если для этого нужно будет снять видео, я обязательно сниму. Ну, и также огромнейшая просьба, не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Кому-то эта информация может оказаться очень полезной. Ну и также окажет огромнейшую помощь моему каналу. Итак, я приступаю к чтению, а вы к выполнению моих просьб. Итак, гастрит с повышенной кислотностью. Чем лечат гастрит? Из 20 грамм вахты трехлистной, 20 грамм плодом фенхеля обыкновенного, 20 грамм мяты перечной, 20 грамм тысячелистника обыкновенного, 20 грамм золототысячника приготовить отвар на водяной бане, нагревать в 1 литре кипятка 30 минут, часто помешивая, остудить, процедить, добавить до 1 литра объема, применять по 1,2 стакана за 30 минут до еды в течение 12 дней. Для снижения кислотности рекомендуется свежеприготовленный сок из моркови, желательно сорта каратель. Я думаю, что это не так уж важно. Принимать натощак по полстакана 1 раз в день. Свежеприготовленный сок картофеля принимать по 3/4 стакана натощак. После приема сока необходимо на полчаса лечь. Через 1 час можно есть. Курс лечения 10 дней. Затем 10 дней перерыва и еще курс лечения 10 дней. При гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока противопоказан томатный сок, а при острых и хронических гастритах свежие огурцы. Вот так вот. При гастрите с повышенной кислотностью применяют сборы следующего состава: 2 части травы зверобоя, 2 части травы тысячелистника, 2 части цветков ромашки, 1 часть травы чистотела. Столовую ложку смеси залить стаканом кипяченой воды, настаивать 20 минут, принимать по 1/3, 1/4 стакана 3 раза в день за 20-30 минут до еды. Следующий состав: цветки липы 1 часть, семя льна 2 части, корень солодки 2 части. Столовую ложку смеси залить стаканом кипящей воды, кипятить 30 минут, принимать по 3/4 стакана 3 раза в день за 20-30 минут до еды. Следующий: трава зверобоя 4 части, листья подорожника 4 части, трава сушеницы 4 части, трава золототысячника 2 части, листья мяты 1 часть, трава спарыша 2 части, корневище аира 1 часть, плоды тмина 1,5 части,
Трава тысячелистника 0,6 части. 2 столовые ложки сбора заварить 1 литром кипятка, настоять 12 часов, процедить. Пить по полстакана 4 раза в день через час после еды. И еще один способ. Мед при повышенной кислотности следует принимать за 1,5–2 часа до еды, разбавленный теплой водой. Курс лечения 1,5–2 месяца. Ну и также я прочитаю рецепты при метеоризме. Значит, плоды рябины 4 части, лист мяты 3 части, семя укропа 3 части, корень валерьяны 2 части, столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, настоять час, процедить. Пить по полстакана 2 раза в день при метеоризме и спазмах кишечника. Семя укропа. Отвар семян укропа хорошо помогает при метеоризме, особенно у детей. 40 грамм чеснока настоять в закрытом сосуде в 100 граммах водки или спирта. Прибавить для улучшения вкуса мятных капель. Принимать по 10 капель за 30 минут до еды 2–3 раза в день. 1 чайную ложку измельченных семян фенхеля настаивать 2 часа в закрытом сосуде в стакане кипятка. Процедить, подсластить, принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день за 20 минут до еды. 4 чайные ложки свежих или сухих корней петрушки настаивать 8–12 часов 1,5 стакана кипятка в закрытом сосуде. Процедить, принимать по 2 столовые ложки 4 раза в день за 30 минут до еды. 1 столовую ложку цветочных корзинок ромашки аптечной настоять в половине стакана кипятка, процедить, принимать теплым по полстакана 3–4 раза в день. Полынь. Столовую ложку сухих листьев или порошка полыни залить стаканом кипятка, к отвару добавить 1 чайную ложку меда. Порошок полыни можно также прибавлять в пищу, делая это регулярно, утром, днем и вечером. Сок сырого картофеля. Одно из лучших средств сибирских лекарей от многих болезней пищеварительного тракта. Гастрита, диспепсии, плохого пищеварения, изжоги, газа в желудке. 1 стакан сока сырого картофеля выпить утром натощак, после этого лечь в постель на полчаса. Через час можно завтракать. Так делать 10 дней. Затем на 10 дней сделать перерыв и снова повторить 10-дневное лечение. Затем во второй раз сделать перерыв на 10 дней и повторить 10-дневное лечение в 3-й раз. Ну, об этом, этот рецепт уже у нас был, и я сниму полное видео о лечебных свойствах сырого картофеля. При метеоризме и спазмах желудка помогает сбор: листья мяты перечной, плоды аниса, плоды тмина, плоды фенхеля. Все по 100 грамм. 2 чайные ложки смеси заварить в 1 стакане кипятка, настаивать в плотно закрытой посуде 1 час, процедить. Выпить в несколько приемов за 1 день. 1 стакан настоя небольшими глотками. Гивесил 20–30 грамм корней на 1 литр воды. 15 грамм травы пустырника настаивать 2 часа в 1 стакане кипятка в закрытом сосуде. Процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–5 раз в день за 30 минут до еды. Трава зверобоя 1 часть. Трава сушеницы 1 часть. Трава золототысячника 1 часть.
3 столовые ложки смеси настоять в 1 литре кипятка, принимать по полстакана 4-5 раз в день. Корни валерьяны 1 часть, листья мяты перечной 1 часть, цветки ромашки аптечной 1 часть, семена тмина 1 часть, семена фенхеля 1 часть. 2 столовые ложки смеси заварить в стакане кипятка, настаивать 20 минут, принимать по полстакана утром и вечером. Настой принимать теплым. Одуванчик лекарственный. Настой корней одуванчика принимают при гастритах, метеоризме, запоре, заболеваниях печени, а также как средство, улучшающее обмен веществ. 2 чайные ложки измельченного корня залить стаканом кипяченой воды, настоять 8 часов, прокипятить 5 минут, остудить, процедить. Настой выпить в течение 2 дней по 1/3 стакана 3 раза в день. Натирать живот теплым коровьим маслом или каким-либо жиром. Ядра орешника лесного препятствуют скоплению газов. Принимать оливковое масло нужно 1 день, ничего не есть, выпить потом 100 грамм оливкового масла. Это способствует очищению желчных протоков. Активированный уголь при метеоризме принимать по 1 таблетке 3-4 раза в день. За активированный уголь есть также у меня видео. Нельзя есть капусту, ни вареную, ни сырую. Салат и все крахмальное. Ну, это при метеоризме. Кофе пить без молока, рекомендуется есть больше отварных овощей. Вот такие вот рекомендации даются по именно гастрите с повышенной кислотностью и метеоризме. Ну а остальные болезни мы будем изучать дальше. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ваша Ирина. Прежде хочу сказать огромное спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. И обратиться с просьбой. Лайки, дизлайки, подписка, если еще не подписались. Ну и колокольчик, чтобы не пропустить нового видео. Также комментарии. В комментариях желательно задавать вопросы, если у вас есть какие-то вопросы именно по народной медицине. Ну и огромнейшая просьба поделиться этим видео со своими друзьями в своих соцсетях. Кому-то вот эта вот информация может быть очень полезна. Ну и, конечно же, принесет огромную пользу для моего канала. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых видео. Ваша Ирина.